дорогие друзья, как вы поняли, я в поезде. Поезд Варшава-Краков. That's nice. Wonderful. How I like breakfast à la carte. Невероятная красота, когда выходит солнце. Очень красиво. Просто сказочно. Вау, смотрите, как красиво. Борщик, канапки с салом и с огурком. Уровень моего счастья может понять только тот, кто... Какая красота! Смотрите, какой он романтичный и красивый. Супер, просто сказочный. Спасибо тебе, Польша. Ты была крайне теплой, гостеприимной. Так, ну небольшой обзорчик, что у нас на завтрак в Turkish Airlines. Привет, Краков. Привет, дорогие друзья. Как вы поняли, я в поезде. Поезд Варшава-Краков. Поезд у меня первого класса. Очень удобный, классный. Очень современный, быстрый поезд, который за 2,5 часа вас доставляет из Варшавы в Краков. В общем, это следующая, вторая часть продолжения моего польского путешествия новогоднего. Я беру вас с собой. Вот у меня супер удобная здесь такая локация со столиком с видом в окна, снежные ландшафты. В общем, погнали посмотреть Краков. А еще в поезде развозят всякую еду и напитки. Можно было выбрать два напитка, поскольку я не знаю, какой лучше. Мне понравится чай или кофе. Взяла чай и кофе, потому что вода у меня так есть. Смотрите, еще дают так вот порция цитринки, порция лимончик. Лимончик такой жидкий дают. И посмотрите, как красивая салфетка. Прям вообще такая, вау. Самая красивая салфетка, которая у меня когда-то была. Салат капрес. В гости. Как-то так выглядит. Хорошо, что я взяла свою рукольный салатик. Это такой. Сейчас попробуем. Я еду на юг. Буквально за полчаса снег поменял на зеленую травку. Бываете на поезде из Варшавы скоростном, вы поднимаетесь на лифте, здесь вы оказываетесь здесь на парковке и вызываете прям Uber к той платформе, на которой вы находитесь. В принципе, достаточно удобно. Half of it, it's like Ukrainians, some of them tourists, some of them live here. And then the other half would be Polish locals and tourists also. Some other tourists. And then the last part would be yeah, I think because many Ukrainians came probably without car and I mean for them easier to get taxi to go somewhere. Plus I think they're going through Poland anywhere else, like me, I mean, let's say. So of course they use taxi for, and it's so cold. Actually, I wouldn't use taxi that often at this weather really last days. In Warsaw there was snowing like 4 days non-stop. Yeah, no, it was so beautiful, but a little bit chilly. Yeah, it's beautiful, but you don't want to have it in a place where you live. This is like my perspective. You're here in Krakow work, you know. So you're just starting actually your professional journey. Yeah. So I want to save up. Прибываю прям к старту старого города, и буквально 10 шагов я сделала от такси, и вот
вот уже мой отельчик. Бальтхазар. Какой он симпатичный. Супер. Ну что, я в Кракове. О, where is it? Elevator. Here's the elevator, and at the end of the corridor, there is a place where is the breakfast starting, from 7:30 to 10:30. Okay. Ah, nice. That's my room. Yeah, thank you so much. Can you take your card? Yeah. Thank you. You need to just put here to the app. Perfect. Or put the card. Oh, what a lovely room. Let me check the view. Oh, I think it's nice. Oh, very beautiful, very cozy. Thank you so much. Thank you. Thank you. Что, вот я и прибыла в Краков. Какой у меня красивый, сочный, такой позитивный номер. Прям абсолютно в моем стиле. Классно. И вид у меня тоже очень здесь нежный, такой хороший внутренний дворик с елочкой, с огоньками. Посмотрите, какая красота. Так, с номером понятно. Он такой достаточно компактный, но очень приятный. Так, здесь раковина, душ. Не сказать, что он прям супер какой-то новый, но он ощущается новым, просто в таком стиле сделанный. Кровать прям просто вообще шикарная. Очень красиво. Ой, самое главное, что такие мелочи, всякие конфетки тут положили. А тут, мне кажется, еще прянички есть. А ну-ка, for a nice day. Ginger bread. Класс, очень приятно. Супер. Такие маленькие детали, но это очень важно. Ой, журнальчик есть полистать. Супер. Ну что, привет, Краков. Привет, Краков. Привет, Краков. Еще по косметике в ванной сразу поняла, что мой отель абсолютно, потому что Molton Brown это прям мой самый любимый лондонский бренд. Я люблю, когда в отелях, потому что у них такие классные ароматы. Я очень люблю, прям очень классно. Здесь все есть. Все, что нужно. Ну, в общем, прям супер. Мне кажется, хороший выбор отеля. Это, конечно, после Верта кажется таким достаточно скромным, потому что там номер был больше как-то, но здесь своя такая изюминка, мне кажется, классно. Ну, плюс после отеля Верта, конечно, что здесь можно открыть окно и немножечко проветрить комнату. Видно такой внутренний дворик. Ну, такая прям краковская атмосфера. Все это очень мило, но я вот на самом деле поняла, что, конечно, Варшава и отель Верте, это, конечно, мой спирит просто на все прям вот 100% вот попадания. То есть это тоже приятно, видите, там картина, но для меня вообще немножко тяжеловат, конечно. А отель Верте такой сказочный, воздушный, новогодний. Ну что, новогодние праздники кончились, начинается другая жизнь, другая страница. Немножко отдохну и пойду исследовать Краков. Мой отель Бальтхазар. У моего отеля есть мишленовский ресторан Флорентина. Poland's Best Restaurant Флорентина. Класс. Можно прям в отеле поужинать. Краков, он такой вот он весь. Сейчас закат, солнце. Смотрите, как красиво сейчас. Церковь, солнце залито. Центр очень красивый, очень непривычно. Также холодно. Какая красота. Надо зайти, пока открыто. Как здорово. Какой красивый собор. Просто невероятно. Как здорово. За то, что я хотела найти в Польше, это какой-нибудь концерт классической музыки. И здесь, я так понимаю, в соборе они проходят. Класс. Как купить билет теперь только?
Куда же я пришла, как обычно, первым делом в украинский ресторан. Ой, тут ничего себе, а тут целая очередь. Очень необычный ресторан. Опа, тут нижний этаж еще есть. Знаешь, в садике дети видят на стенке Добрый день, какая здесь гарна атмосфера. Просто супер. Конечки. Мне очень нравится. Как обычно, сервис, официанты просто великолепные. Меню огромное. Супы, вареники, пельмени. Короче, я тут пока выбрала, не знаю. Все такое достаточно мясное. Но, кстати, есть еще и вегетарианская такая штука. Отдел. Вот. Где, собственно, многие украинские блюда. Вот vegetable. И пельмени, и вареники. И суп какой-то. Ну, в общем, а самое главное, сколько всяких тортиков. Класс. Вау, смотрите, как красиво. Борщик. Канапки с салом и с огурком. Но я не могла не взять. Боже, у меня так проголодалась. Вау, сейчас будем пробовать. Борщик со сметанкой. После того, как я 4 года не ела украинской еды, борща. Боже, мне так захотелось сала. Это так вкусно, я не могу вам даже описать. Это прям вкус детства. Супер. А борщ какой вкусный. Вау. Сказать, что это было вкусно. Вот, можете смотреть, я просто допила даже последние капли бульона. Это настолько вкусно, я так давно не ела такого вот борща. Еще и с салом, и с огурцами такими правильными солеными. Боже, мне кажется, я вообще больше ничего до отъезда не буду здесь есть. Я буду есть на завтрак, на обед, на ужин. Борщ, хлеб с салом и с огурцами. Ну, подождите, сейчас у меня еще придут вареники. Я чувствую, смотрите, кстати, какие люстры классные сделали из соломенных этих и натянули на них такие вишиванки. В общем, так, ще виделку треба. Боже, як пахне смачно. Боже, вареники мои с картошкой. Боже, как вкусно. Вау. Уровень моего счастья может понять только тот, кто... Тут я как будто бы перенеслась на 4 довоенных года до войны в пузатую хату, где мы ели борщ и вареники. Боже, как это все было вкусно. Смотрите, какие классные вареники. А это атмосфера. Украинская музыка. Просто вау. Смак украинский. Очень вкусно. И самое главное, достаточно бюджетно. Борщ получается. 10 вареников с картошкой. И 2 таких огромных бутерброда с салом, с огурком. Все это 60 злотых. Это типа на наши деньги где-то 650 лир. Ну, в общем, это 60 злотых. Это очень-очень хорошие демократичные цены. Прям супер. Но это так вкусно. Это просто. Тем делом уже стемнело. Вы смотрите, как на улицах людно. Сколько людей гуляет. Ну, очень красиво. Пойдем обследовать дальше территорию. О, ну это прям символ Кракова, эти лошадки. Какая красота. Ой, супер. Слушайте, ну Краков мне тоже очень нравится. Это совершенно другая атмосфера. Вот явно, что Варшава — это такой мегаполис, бизнес-центр, такая как бы прям активная там жизнь. А Краков — это скорее, вот знаете, Краков — это Харьков, а Варшава — это Киев. Вот у меня такие какие-то ассоциации и настроения такие же. Поэтому, в общем, класс, очень красиво. Такая камерная атмосфера, нарядно все так, благодаря Новому году. Здорово. Ой, и лошадка снова. Как их тут много. Одна белая, одна черная.
Мне кажется, каждый, кто родился в Советском Союзе или в Украине, все всегда с детства слышали, что Краков – это очень красивый город. И вы знаете, я здесь первый раз, и то, что это Новый год, но я могу сказать, что это действительно очень красивый город. Здесь есть что посмотреть. Это прям самый центр, центральная площадь, украшенная к Новому году. Вот елочка позади. Поэтому, да, я понимаю, о чем говорили. Особенно вечерний Краков. Это вообще очень красиво. Боже, какая красота. Посмотрите на это. Привет, хороший. Привет. Боже, какие красивые. О, а ну эти вообще сладкие такие. Привет. Вообще, я хожу как ребенок, радуюсь. Лошадки, смотрите, сколько их лошадок, елочка, огоньки. Ну, боже, какая же Прага сказочная и красивая. Очень мне здесь понравилось. Как классно, что добавились эти 2 дня, и я оказалась в Праге. Это вообще продолжение новогодней истории. What is that guy? Это кто это такой? Это кто это такой? Привет! 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 Погода такая, что если ты в течение 1 минуты просто не двигаешься, то ты просто промерзаешь. По крайней мере, вот моя куртка, она вот не выдерживает такие морозы. Я поняла, даже не знаю, сколько слоев нужно одеть, чтобы выдержать. Поэтому, конечно, больше зимой нужно быть очень готовой, нужны пуховики для гор, мне кажется. Фух, ну что, а я греться в отель, а вечером иду на концерт классической музыки в собор Петра и Павла. Так что пойдем греться, пить чай, а потом идем на концерт. Одно украинское заведение «Пьяная вишня», рядышком «Любовь Краков». Супер. Вот начинается с полнолуния. Сегодня полнолуние в Раке. Очень день эмоциональный. На следующие 2 недели нужно хорошо отслеживать свои эмоции. Стараться себе создавать красоту и хорошее настроение, как угодно. У меня в отеле вот этот ресторан Флорентина. Смотрите, какой он романтичный и красивый. Супер, просто сказочный. Прям новогодняя сказка. Очень красивый ресторан. Очень красивый ресторан, конечно, в отеле. Такой прям позитивный. Прям даже хочется здесь сидеть. Меню я посмотрела, такое очень своеобразное. Даже вот сложно что-то заказать. Очень специфическое. Но атмосфера здесь просто супер. Да, отель, конечно, впечатляющий. Днем не так, но вечером, когда зажигаются все огни, боже, это на самом деле просто восхитительный ресторан. О, и, конечно же, кролик из Алисы в стране чудес. Это же надо. Кролик. Ресторан, конечно, суперский. А лифт один чего стоит, и посмотрите. Водичку, блин, всегда дают очень классную, приятно. Так, ну что, номер 2. Посмотрите на этот лифт. Да, Алиса в стране чудес. Приключения продолжаются. Ой, Краков удивил, так удивил. Это вообще... Да, вечерняя атмосфера этого отеля. Ну, просто, вот просто класс. Щелкунчик тут, пожалуйста.
Роскошно. Посмотрите на эти гербы. Класс. Вот, у меня еще тут такая предбанничек такой перед моим номером. В Эрту у меня был номер 209, а тут у меня 208. Очень красиво. Когда борщ был настолько вкусный, что я пришла поужинать им еще раз. Всего сейчас сижу в этом зале. Тоже очень красиво. С видом на улицу. Класс. Страшно представить, сколько килограммов я наберу после этой поездки. Господи, помилуй. Это просто вообще... Ну, это так вкусно. Это вкусно. 8 часов вечера. Я пришла на ночной концерт классической музыки. Оркестр. 4 сезона. Вивальди, Бетховен, Моцарт. Не знаю, что-то невероятное меня ждет. Ой, в предвкушении. Да так я хотела больше всего в Европе попасть сейчас на такой концерт. В Варшаве не было. Какая красота. Какие классные лавки. Устроилась таким видом. Классно устроилась тут на лавочке в такой деревянной. Очень красиво. Сзади орган. Смотрите, какая красота. Очень красиво. Друзья, хочу сказать, что концерт был просто удивительный. У меня просто из сердца изливался свет, и тепло, радость. И вы знаете, у меня столько инсайтов пришло, пока я была на этом концерте. Во-первых, это в храме, в соборе Святого Петра и Павла. Это удивительно, очень красивое место. И вы знаете, я поняла для себя, знаете, у меня такой инсайт пришел, что вот происходят сейчас эти войны огромные. Даже сегодня началась, по-моему, в Венесуэле, там, да, что-то, какой-то конфликт опять военный. Про Украину я вообще молчу, что происходит. Вчера Харьков был. И вы знаете, я прям это прочувствовала, такой инсайт, что смысл вообще всех этих ужасных событий, которые сейчас происходят в мире, это то, что люди света просто понимают, что мир, любовь, свет, жизнь, благополучие, вообще выбор света, любви и мира — это не просто прихоть, не просто, да, может быть, можно не быть. Это просто осознанная необходимость. Без этого невозможно жить. Возможно, до этих событий мы думали, что и как-то и так сойдет, что можно как-то между белым и черным, можно как-то посередине. Но спустя все эти события, мне кажется, теперь мы все понимаем, что только белое, только свет, только любовь, только мир, без компромиссов. Осознанная необходимость жить только так. 9 утра, я вчера, видимо, перемерзла со всеми этими переездами. У меня небольшой герпес выскочил, решила еще мультивитаминку взять. Зашла в Глово, и украинский Глово с украинской карточкой здесь супер работает. И буквально за 15 минут мне из аптеки привезли то, что мне нужно, вы представляете? Это, конечно, вообще супер. Я уже отвыкла от такого сервиса. Супер. Ну что, доброе утро, Краков. Я в своем номере.
Уже оделась. Как-то мне в Кракове холоднее, чем в Варшаве. Может, потому что здесь нет снега. Вот. Ну, а я собралась на первый завтрак. Очень любопытно, какие же завтраки в Кракове. Погнали. Лифт, конечно, просто. Тут лифтолуки только так делать. Так, ну что, посмотрим. Сейчас хочу выбрать себе какой-нибудь самый красивый столик. Завтраки, по-моему, в ресторане Флорентине. Да, хочу какой-нибудь столик, может быть, у окошка. Выбрать столик, ну просто нереально. Не знаю, наверное, опять на диванчик сядут. Мишка. Мишка меня зовет. Привет, Мишка. Ой, очень красивый ты рядом с елочкой. Ой, какой тут новогодний дворик и столик. Ой, как красиво. Нет, ну этот отель на самом деле на фотографиях выглядит классно, но вызывает небольшие вопросики. Вот. Но вживую, конечно, это прям вообще good morning. Меню, обожаю завтраки по меню. Это то, что я люблю больше всего. Небольшое количество, но классной еды. Так, я так понимаю, что стартерсы для всех одни, а здесь можно выбрать. Ну и, конечно же, я, как всегда, иду с яйцами бедик, с семгой. Это моя классика. А потом, может быть, или фрукты, или панкейки, да? Ай, очень красиво. That's nice. Wonderful. How I like breakfast a la carte. You're receiving exactly what actually the best. So beautiful. Here's our Very bread nice. salad for sweets with You have also orange juice maybe, or any juices like Yeah, carrot fresh maybe, oranges we have. carrot or any mixed juice maybe. I think we don't. If we orange, don't okay, have then that. orange. Just half of the glass. Half of the glass enough. Of course. Thank you so much. Thank you. Ну, конечно, завтраки а-ля карт. Это просто бомбиссимо. Смотрите. Вау. Ого. The kitchen about the pancakes, so I No, think pancakes, I think maybe fruit better, I was like, because you have so good croissants. Ого, ничего себе. Кстати, в Польше популярно яйца бенедикт не на хлебе, а именно на бриоше. Ого, соус, надо сейчас как-то его немножко... Ну, очень красиво, смотрите. Это, конечно, очень калорийно, но это очень красиво. Ну что, друзья, знаете, от чего я больше всего устала в этой поездке? От вот этих вот одеваний. 3 слоя тут, 3 слоя тут, шарф, шапка, перчатки. Закутываешься, потому что там -7, там ветер 20 километров в час с порывами до 40. И все это, в общем-то, еще сопровождается тем, что достаточно сыро. Вот, поэтому сказать, что я устала одеваться, ничего не сказать. Потому что если ты так не оденешься, не уплотнишься, то буквально через 5 минут ты уже начинаешь просто изнутри дрожать. Ну, а я иду в замок. У меня в планах в Кракове 2 самые главные вещи. Это замок и копальни. Вот. Надеюсь, я и туда попаду. Погнали. Не потому, что я такая сюси-пуси, такая неприспособленная к холоду, а просто потому, что на самом деле у меня нету такой одежды, понимаете? Если бы я, наверное, жила в этой стране постоянно, то я бы себе купила горнолыжную одежду или какую-нибудь шубу, мне было бы классно. А так у тебя вся одежда такая полуосенняя, полувесенняя, естественно, ее нужно наслаивать, иначе замерзаешь. Вот. Но все равно, когда ты привык жить в климате, когда ниже 10 обычно температура не опускается, то, конечно, -10 уже ощущается как Ладно, погнали в замок.
в этих лифтах ездить. Просто одно удовольствие. Так. Как вам этот боровичок? Это просто, посмотрите на эти размеры. А что делать? Вот здесь вот конкретно 6 слоев. Колготки, леггинсы, пододежка, термо, и еще свитерок. Класс, да? Ой, не могу, смешно. Ну что, Королевский замок. К сожалению, в Варшаве мне не удалось посетить, поэтому я очень хочу попасть в этот замок в Кракове. Замок и еще и солнечная погода – это редкость. Ой, красиво как. Интересно, что в Кракове совершенно нету снега, а вся Варшава в снегу была. Это повезло, так повезло. О, класс, обожаю замки. Последний замок, который мне больше всего понравился, это был очень много лет назад. Это был замок в Эдинбурге. Вообще, Эдинбург один из самых моих любимых городов такого плана. Вау. Еще так интересно, везде идешь русская, украинская, польская, речь английская. То есть все языки, которые я так или иначе понимаю. Это очень приятно. Я не знаю, так на душе тепло от этого. Посмотрите на мой лук. Мне кажется, я очень подхожу к Кракову. Если посмотреть, все люди одеты в черное, в серое, очень одеты какие-то красные всплески. А я, мне кажется, абсолютно такой краковский. У меня такой лук. Посмотрите, как это подходит к этому вайбу. Еще у меня есть бубончик. Ну, просто класс, мне кажется. Когда ловятся кадры без толпы людей, когда удается словить мне моменты, когда все уходят, это просто великолепно. Вау, невероятная красота, ну очень красиво. Обязательно приду вечером, чтобы оценить вечерний вид. Я так понимаю, терминал, чтобы купить билеты. Сейчас посмотрим. Разберемся. Какая красивая точка отсюда открывается. Незабываемо, конечно. Неповторимо, да. Ни с чем, где я была, наверное, ни с чем бы я не сравнила. Этот замок, эту локацию. Волшебно, конечно. И голубое небо вышло. Как мне нравится, когда удается подловить такие кадры. Посмотрите, какая неземная красота. Посмотрите просто. Это просто восторг. Что-то между... Мне напоминает Лондон и Прагу. Вот если соединить Лондон и Прагу, то для меня это Краков. Вот как-то так. Как сочно, как красиво. Это, знаете, новогодняя атмосфера добавляет, конечно, настроение. Сейчас я на примере этого текста покажу. Если ты владеешь английским языком, украинским и русским, то ты легко можешь читать польский язык. На слух сложнее, но читать супер. Смотрите. Веселых свят и счастливого Нового року. Понятно? Нового року. То есть абсолютно я могу прочитать все, что угодно. Мне это очень нравится. Я нахожусь в полном шоке. Даже у людей, у которых есть билеты, смотрите, в каждое здание вот такая вот огромная очередь стоит. Вот я как-то чувствовала, что в интерьер я не попаду. Причем сегодня единственный и последний день, когда можно попасть в интерьеры. Но вот как-то так. О, как красиво. Солнышко вышло.
А там вдали, видите, колесо обозрения, как красиво. Какая милота. Ой, какая-то банька. Ей тоже холодно. Какая невероятная красота, когда выходит солнце. Вы только посмотрите на это. Обалдеть. Слушайте, ну такие очереди везде. Как бы не хотелось посетить, но, честно говоря, стоять в очередях совершенно у меня нет никакого настроения. Боже, солнце. Класс. Я так понимаю, это в Польше достаточно редкая штука. Повезло. Вау, как это красиво в солнечную погоду. Ну просто удача. Все же один из самых удивительных дворцов, в которых я когда-либо побывала. Супер. Если бы еще не такая ледяная погода, то это было бы, конечно, вообще супер. Честно говоря, не советую тратить время на очереди. Я понимаю, что там очень классно, может быть, в какие-то непраздничные дни людей меньше, и билеты все время раскуплены. Но просто здесь, мне кажется, даже походить внутри как минимум нужен час, а то и полтора, спокойно все порассматривать. Посмотрите, какая красота. Мне достаточно, собственно, и с фасада все посмотреть. Очень красиво. Просто сказочно. У моего отеля просто великолепно. Вот ресторан Фиорентина, в котором у меня был завтрак. И прям сразу же хоп, в ту сторону. Центр города, буквально, ну не знаю, 10 минут. И сюда уже прям вход в замок тоже буквально 5-10 минут. Классно. Здорово, конечно. С погодой повезло. Как вам такое лобби в отеле? Такой мини-комнатка и ресторанчик. Как мне это нравится. Супер уютно. Можно взять чашечку чая, даже из номера прийти так, заняться своими делами. Еще и музыка здесь такая классная играет. Ну что, друзья, если вы смотрите этот кадр, это значит, что вы прожили со мной эти самые 2-4 часа в Кракове. Вы сходили со мной в концерт классической музыки в собор Святого Павла. Вы покушали со мной несколько раз в ресторане «Смак», украинский борщ, сало и пельмени. Мы с вами спустились и прошли 10 тысяч шагов на глубине 145 метров под землей, выбрались оттуда, прогулялись по Королевскому замку, позавтракали в великолепном ресторане Фиорентина и насладились Краковом новогодним. Какая краса, боже, ну как по-новогоднему здесь. Ой! Очень красиво. Тут еще и Дедушка Мороз. Шикарен, конечно, вечерний Краков. Просто прекрасен. Все эти люди идут на то самое вечернее шоу
И я так удачно попала, завтра последний день. О, вы только представьте, сколько людей собралось. И люди входят, выходят. 5 часов каждый вечер это шоу, и так много людей. And the echoes of foreign orders sound within its walls. And yet the spirit of the nation endures. Tadeusz Kościuszko and Prince Józef Poniatowski, heroes of the fight for freedom, are buried in the cathedral. In the mid-19th century, the Austrians... Лебеди. Колесо обозрения. Да, не поверите, но эта набережная меня привела, абсолютно мне напомнила нашу Харьковскую набережную, будто бы там советская, река Харьков, а вот там вот мой дом. Как-то вот так вот ощущается. А там я смотрю, девочки-американки. Слышала, они побежали к лебедям с ними общаться. Тот самый дракон, о котором я сегодня вам рассказывала легенду у себя в отеле.